Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина. Я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, как изменится ваша жизнь за неделю. Об этом даже книги пишут, что каждый человек свою жизнь может за неделю очень круто, кардинально изменить. И даже многие говорят, что за 48 часов можно изменить свою жизнь. Многие советуют не разговаривать ни с кем сутки и не пользоваться гаджетами, не смотреть телевизор, не заходить в социальные сети. И побывав наедине с собой, вы уже очень сильно изменитесь и поменяется даже мировоззрение. Поэтому уж за неделю, конечно, можно изменить жизнь. Я взяла для этого Таро черных котов, золотое Таро черных котов, замечательная колода, одна из любимых. Думаю, что и вам она очень-очень нравится, поэтому сейчас у нас время ведьм, да, Witch Season, и я думаю, что всякие вот такие интересные мистические колоды очень актуальны. Поэтому давайте посмотрим на этой великолепной колоде 4 позиции, как изменится ваша жизнь за неделю. Итак, давайте снимем и посмотрим, что на дне колоды. Что на дне колоды? Так, тут у нас, значит, звезда. Замечательная карта. Она, естественно, показывает, что грядет что-то волшебное в вашу жизнь. У звезды есть очень много прекрасных символов, так скажем, для людей. Например, Вифлеемская звезда, за которой идут, да, путеводная звезда моряков. И также это звезда, на которую вы загадываете желание, она падает с неба, как говорят. Поэтому звезда – это прекрасная карта, карта надежды, карта счастья. Вот те, кто смотрит видео сначала и увидел эту звезду, вы благословлены небом. И, конечно же, высшие силы послали вам через эту карту знак, настоящий знак о том, что скоро в вашей жизни будет что-то волшебное. И высшие силы буквально вас поведут за собой. Поэтому давайте теперь смотреть, а как изменится ваша жизнь за неделю. Итак, мы с вами перемешиваем колоду. Карты эти очень большие, тяжелые. И выкладываем 4 карты на стол. Вот, 4 карты на стол кладем. 4 позиции, да. Напоминаю, видео всегда актуальный момент вашего просмотра. Вы можете открыть это видео когда угодно. Вот. Самое главное, что вы чувствуете, что оно вам нужно, да, и оно будет работать на вас, не переживайте об этом. Так, я как-то вот не знаю, ровно, неровно, это не важно, важно то, что мы с вами будем сейчас украшать еще и камушками, да. Первая позиция у нас вот такой замечательный унакит. Вторая позиция красная яшма. Все камни из разных мест у меня, да. Третья позиция, вот такой замечательный агат. И четвертая, это гелиотроп. Итак, первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, конечно же, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону, соответственно. Итак, как изменится ваша жизнь за неделю? А ведь за неделю и правда очень многое можно изменить. Я вот сегодня наткнулась на книгу «Изменить свою жизнь за 7 дней» какого-то там норвежского, по-моему, автора. И он действительно там очень много рассказывает такого прям потрясающего, как себя можно сломать. И там заниматься спортом, сидеть на диете, да. Ну, мы сейчас не об этом. Итак, первый унакит. Кладу его вот сюда, чтобы вы понимали, да. И первая карта – это недавние события, которые происходили в вашей жизни. Вот совсем-совсем недавно, чтобы вы понимали, что правильно выбрали позицию. Вот так ставлю, да. У вас 6 мечей выпала. Ну, первое, что карта может показывать, это то, что, может, вы недавно куда-то просто ездили, и поэтому она выпала. То есть все здесь как-то может быть совсем банально, да. Вы могли отправляться в дорогу на некоторое время,
поехать, приехать, да. Может, в отпуск съездили, может, за город съездили, может, еще куда-то. Поэтому карта и выпала. Полетели, может, куда-то, да. Вот. Но также эта карта может показывать, что недавно у вас был период, ну, например, что вы вылетели из гнезда, да. Когда человек покинул родные края, переехал глобально. Мог поменять работу, мог поменять статус, то есть даже вплоть до там, выйти из отношений, например, каких-то, стать там, не знаю, из женатого разведенным или наоборот, из одинокого там превратиться в заядлого семьянина. То есть карта именно смена положения, смены, может быть, даже каких-то приоритетов в жизни. И часто это карта ухода от проблем. То есть где-то было сложно, где-то было трудно, вы оттуда взяли и смахнули, да? Хорошо. Давайте теперь посмотрим, что изменится-то. Как изменится ваша жизнь в ближайшую неделю. Если вы согласны с картой шестерка мечей, что вот у вас недавно были такие именно события в жизни, то вот как изменится ваша жизнь за неделю. Давайте смотреть. Так, опять именно вот эти перевертыши встречаются. Я перевертыши не смотрю. Так. Ну, что могу тут сказать, да? Карты показывают, что в ближайшую неделю у вас могут быть, во-первых, гости. Гости, или вы куда-то можете отправиться в дорогу тоже в гости, да, или к вам кто-то приедет, примчится на всех парусах, на всех парах, так как да, торопится кто-то к вам, да. И может такое быть, что к вам реально вот прям кто-то спешит прямо сейчас, когда вы смотрите это видео. Вот это вполне такое бывает часто вот по этой карте. Очень часто по рыцарю жезлов, да. И вам нужно это учесть, что кто-то может очень биться к вам. Биться, чтобы пообщаться, там, ну, старается как-то, да, обратить на себя внимание. И активная такая фаза у человека в вашу сторону. Дальше, значит, мы здесь видим старшие арканы выпали, да. То есть это уже такие глобальные перемены в вашей жизни за 7 дней. И правосудие силы, они показывают, что вы будете что-то глобально менять, переставлять в своей жизни, да, и добьетесь правды и справедливости от кого-то, от чего-то. Вот вы буквально какую-то ситуацию повернете усилием, силой воли в свою сторону в скором времени. И это может быть связано, конечно, с судебными делами, с законодательством, с разбором законодательства. Также вы добиваетесь какой-то правды, какой-то справедливости, вот именно усилием. То есть, может быть, даже с помощью сильного человека или сильного мира сего, да, как говорят. Ну, карты здесь показывают, что правда-то на вашей стороне, справедливость-то на вашей стороне, и жизнь действительно изменится в лучшую сторону в том плане, что вы, вот сделав над собой усилия, воспользовавшись чьей-то помощью, этой правды дождетесь, добьетесь. Также эти карты могут показывать работу в государственных учреждениях, продвижение по служебной лестнице за неделю тоже может наклюнуться вполне. Но самое главное это добиться вот правды, да. Тут у нас, значит, выпадает тройка мечей с дьяволом, видите? Вам придется обуздать себя и свои вредные привычки. В ближайшую неделю жизнь изменится в этом плане. Почему? Потому что вам что-то надоело. Вы совершаете постоянно одну и ту же ошибку по кругу. Вы решите отказаться от этого дела, но для этого вам придется взять себя в руки. Ну, вот, допустим, едите вы шоколад. От этого вам кажется, что у вас портится печенка. И вы, ну, мол, хватит мне уже себе вредить, я уже так расстраиваюсь из-за этого. Стоп. И все, и взяли себя в руки. Больно, горько, неприятно. Шоколаду хочется до жути, но вы сидите твердо на своем настаиваете, говорите, яблоко лучше.
Арбуз лучше, дыня лучше, что угодно лучше, только не шоколад. Понимаете? И начинаете делать над собой колоссальные прям усилия. Это больно, это так неприятно. Кто-то физкультурой займется, значит, да? Кто-то на диету сядет и будет полезным питанием питаться. Вот по этим картам именно такое изменение в вас идет, что вы избавляетесь от вредной привычки и начинаете питаться правильно, заниматься гимнастикой, да. В любом случае, карты-то говорят, что вот это осознание приходит к вам в ближайшую неделю, что нужно вот взяться за свои вредные привычки и делать все осознанно, каждую минуту, каждую секунду, осознавать себя, да, себя и вот свое тело, там свои какие-то хотелки обуздывать и перестать совершать одну и ту же ошибку постоянно, да. Ну, также здесь видно, что раз вы добьетесь справедливости, то вам жизнь играет, так скажем, на руку, да, вот это вот все события как-то складываются так, как надо, и воспользуйтесь помощью-то сильного человека. Может, это он к вам так спешит на всех парусах, прям скачет, может быть. Но может это быть другой человек, кто хочет срочно с вами о чем-то поговорить. Вот, пообщайтесь, не игнорируйте. Вот такая первая у нас позиция. Вот так у вас изменится жизнь в ближайшую неделю. А мы идем к позиции номер 2. Как изменится ваша жизнь в ближайшую неделю. Так, тут я на гелиотроп почему-то напоролась. Где у нас яшма? Так, яшма красная, да? Итак, первая карта – это ваши недавние в жизни события, какие происходили. Тут у нас выпала карта, значит, отшельник. Вы себя чувствовали недавно одиноким человеком или погруженным сильно в себя, отделенным от общества, от других людей. И вам это было, ну, вроде как нормально. Однако вот в этом всем вы, скорее всего, научились разбираться в себе, слышать себя, чувствовать, вот как вам в жизни лучше, как вам надо. Может быть, совершили какой-то путь восхождения недавно, поход, вот где-то на природе, может быть, побывали, да, вот посидели с собой как-то вот. И знаете, когда ловишь такую вот тишину и начинаешь больше слышать свою душу. Вот отшельник говорит именно об этом. Также он может говорить о том, что вы пообщались с человеком, который считает себя одиноким, одиночкой, интровертом, отделенным от других. И это общение было явно продуктивным для вас. То есть вы много чего поняли. Ну, отшельник такая неплохая карта, я вам честно скажу. Многие ее считают плохой в плане, ну, допустим, личных отношений, да. То есть, если вы были в личных отношениях недавно, там человек мог вести себя ужасно пассивно, лежать на диване, там, пить пиво, ничего для этих отношений не делать. Такое тоже бывает. Но чаще всего это и духовная карта, духовного развития. Между прочим, через такие отношения люди тоже очень часто получают духовное развитие. Это правда. Вот прям поднимается уровень, потому что я начинаю страдать и разбираться, да? А что в моей жизни не так? Почему? Вот это почему задают все эти 7 с лишним миллиардов человек каждый день по 100 раз. Почему и почему? Почему у меня так, да? Бога спрашивают, почему у меня так? Хорошо, как изменится ваша жизнь за неделю? Ой, карты. Карты показали здесь, что в вашей жизни есть какой-то мужчина. Вот мужчина. И этот человек, он либо знака воздуха, либо с асцендентом в воздухе, либо просто строгих правил человек, умеющий брать себя в жизни под контроль, да, и как-то дисциплинировать себя и других. Но он начинает в ближайшую неделю быть, ну вот более на такой волне, когда вот он одухотворен, чем-то впечатлен,
и благодаря этому впечатлению совершает поступки определенные. Ну, то есть может куда-то отправиться резко, неожиданно, или совершить поступок, который вообще в принципе от него никто не ожидал, от этого мужчины. Или может даже вам кажется, что глупый поступок совершить, потому что это дисциплинированный человек, и никто не ожидал, все ожидали от него определенного, как сказать, алгоритма действий, да? А он выбивается из своих же рамок, то есть он ведет себя нестандартно, шутом, да, нестандартно. И вас это повергнет в некое большое удивление, что человек ведет себя крайне нестандартно. То есть это вот меняется в вашей жизни однозначно. Человек влияет на вашу жизнь, он занимает в вашей жизни какое-то все-таки важное место. Соответственно, его поведение нестандартное, его поступок нестандартный тоже на вас влияет в любом случае, меняет вашу жизнь в каком-то смысле, да. Дальше я вижу здесь конфликт в доме и среди членов семьи, либо на работе среди коллектива. Может быть конфликт и резкая перемена. Вот либо среди членов семьи резкая перемена какая-то, что-то внедряется, что-то меняется, что-то переворачивается. Вот какое-то событие происходит среди семьи, да, среди членов семьи, что нужно будет подстраиваться под это новое событие, и может быть что-то неожиданное такое, и даже может быть ругань из-за этого как бы. Все такие бе-бе-бе-бе вокруг бегают, да. И также на работе может быть, вот коллектив уже сложился, вот он работает, все вроде как бы должно быть по старому сценарию, но что-то резко меняется, и сценарий нарушается, и все начинают тут бе-бе-бе бегать и даже ругаться. Вот, из-за этого головы могут полететь на работе. И если работы касается, то могут люди увольняться или кого-то увольнять. Если касается семьи, может кто-то говорит, я с вами больше разговаривать не хочу, не буду, мне не нравится, как вы себя тут все ведете, все неправильно. Так, смотрим, что еще тут у вас. Ну, тут много и положительного, вы знаете. Карты показывают, что в ближайшую неделю вам или предложение будет сходить на какое-то мероприятие, или свидание, или вечеринку. И это может быть вот как бы связано либо с общими знакомыми, либо все-таки романтик какой-то. Вот мне кажется, как бы влюбленные просто так никогда не падают. То есть у вас на любовном фронте будет перемена в лучшую сторону, и вы с кем-то можете переглядываться, флиртовать, ходить на свидание, где-то встречаться, переписываться. Или если у вас есть пара, вот знаете, как подарок может быть от любимого человека, позвать может на свидание или там куда-то просто позвать, пойдем вместе кино посмотрим. То есть вот как-то вот вместе провести время, да? Предложение идет вместе провести время с кем-то, кто близок, кто к сердцу. И все равно вас в этом месте как бы или с этим человеком ценят. То есть идет много положительных эмоций, радостное времяпрепровождение такое, да. Также вот по пажу пентаклей может быть еще такой момент в ближайшую неделю, что вы что-то будете изучать. Иностранные языки, например, решите изучать. Наконец-то прочтете книгу, которую давно хотели прочесть. Вот. Сходите за покупками, которые должны давно уже купить, уже список давно составлен, а вы только идете, да? Вот что-то такое недоделанное, что вы хотели давно сделать, вы, конечно же, сделаете по пажу пентаклей. Тем более, что вас за это похвалят и оценят, да, по тройке пентаклей. Ну и любимый человек, да, все-таки, или кто-то, кто к сердцу, вот прям ну рядом. И эти карты в сочетании-то своем, они показывают приятную встречу, свидание, времяпрепровождение, похвалы такие взаимные, знаете, вот как бы приятное общение друг с другом. Ну, вот такая позиция у нас номер 2, интересная такая позиция. А мы идем дальше к позиции номер 3. Как изменится ваша жизнь в ближайшую неделю? Тут у нас, значит, агат,
красивый агат. Сюда кладу. И первая карта — это то, что у вас в жизни недавно происходило. Вышла карта суд. Она показывает, что недавно в вашей жизни происходило прям-таки возрождение, восстановление, реабилитация. Сначала было очень тяжело, карма вас тяжелая давила, вам было плохо, вам было ужасно. Вы сталкивались с самыми трудными проблемами, всякими сложностями и всем. А потом это поменялось. И сейчас как-то обстановка начинает налаживаться, стабилизация идет. Карта говорит всегда о том, что у человека наступает благодатный период. Что-то возрождается, что-то возвращается, его энергия возвращается, его возможности, даже отношения могут возвращаться. И он слышит высшие силы, вот как будто бы он на одной волне с высшими силами, которые что-то ему говорят, а он это прям понимает. Вот вы сейчас вот как бы в откровении таком живете и прям чувствуете, что Вселенная с вами разговаривает, или ангел-хранитель, там Бог. Вот. Если вы себя узнаете, смотрим дальше, что у вас ждет в ближайшую неделю. Как изменится за неделю ваша жизнь? Как она изменится? У вас вот прям сразу же две счастливые карты. Вот сразу же. Карты показывают, во-первых, что вам идет денежное прибавление или какая-то очень большая удача. Вам выпал туз пентаклей. Это талисман, очень важный знак, что неделя будет счастливая. А во-вторых, девятка пентаклей показывает в этой колоде времяпрепровождение с любимым человеком и отдых. Может быть, вы просто наконец-то выспитесь. Вот знаете, многие люди сейчас не спят. Я уж не знаю, что случилось, то ли с нервами у всех не в порядке, то ли что, но никто не спит. Вот может быть, вы наконец-то выспитесь, понимаете? Дальше смотрим, что еще изменится в ближайшую неделю. Ну, карты здесь говорят, что вы будете познавать искусство медитации, можете увидеть очень много теплых дней, яркое солнце, успокоиться и начать даже, вот знаете, как с нервами своими совладать. И нервы прям подлечиваются у вас. Может быть, от кого-то приятное слово, вот как, доброе слово и кошке приятно, знаете, говорят, всегда поднимает настроение, вот когда кто-то подбадривает и говорит хорошие слова. То есть у вас прям это будет. А еще добавится гармонии в душе и такого внутреннего счастья. И также карты здесь четко показали, что вы, возможно, пойдете менять свою внешность или на какие-то бьюти-процедуры, или, может быть, покрасите волосы, смените прическу, гардероб поменяете. То есть вот прям покупки могут быть какие-то, походы за покупками, походы в салоны красоты, перемена во внешности. И вот что-то вот будет такое вот хорошее происходить, что вы в себе решите вот или в имидже что-то поменять, понимаете? Или во внешности. Ну вот будете над собой в этом плане прям работать и с удовольствием это делать. Причем, вы знаете, как будто давно собирались, но не доходили, что ли, может быть, руки. Карты говорят, что вот есть человек, который вам кажется очень авторитетным, важным и умным. Но поменяется в ближайшую неделю в вашей жизни то, что этот человек окажется вовсе не таким, как вы о нем думали или как о нем у вас создалось впечатление. Человек вас может подвести в чем-то. То есть вы его считали умным, хорошим, замечательным, кто действительно поможет,
а этот человек не во всем вам сможет помочь. Все меняется в плане отношений с этим человеком, взаимодействия. И не оправдывает надежд. Понимаете, не оправдывает надежд совершенно этот человек. Однако вам поможет кто-то другой. Вот совершенно другой человек, от которого вы этого не ждали. И обратившись к одному, в итоге получив, ну, то ли отказ, то ли вот не могу помочь и все, да, вы в итоге натыкаетесь в жизни совершенно на другого человека, который действительно сможет вам помочь, который действительно качественно окажет эту помощь и сделает для вас больше. То есть вот это еще изменяется в ближайшую неделю в вашей жизни. Но карты говорят еще, что вы можете планировать какое-то путешествие, дорогу и вообще составлять планы на будущее в ближайшую неделю. Но при этом все придется проверять досконально, сверяться со всеми там своими информационными источниками, сравнивать даже каких-то, может быть, поставщиков услуг, цены, там, не знаю, на билеты, потому что будет сложно понять, правильно вы выбор делаете или неправильный. То есть у вас прям идет вот такой анализ, да. Но сначала, в начале недели вы все-таки отдохнете и выспитесь. Карты четко это показали, вам не надо сомневаться. И в начале недели у вас идет сразу же посыл на то, что счастливая будет неделя, очень счастливая. И вы все сделаете правильно, у вас ничего там плохого не будет. То, что да, человек не соответствует ожиданиям, это одно, но у вас будет другой человек, кто соответствует. И еще выше этого соответствия, да, то есть еще больше дает, чем есть ожиданий. Поэтому не переживайте ни о чем. У вас будет очень хорошая, абсолютно продуктивная неделя. И жизнь изменится только к лучшему, только к лучшему. Главное не насыщать это все негативными какими-то мыслями, эмоциями. А мы идем дальше. Позиции номер 4. Наш гелиотроп. Как изменится ваша жизнь за неделю. И первая карта, что у вас недавно в жизни происходило, по ней вы ориентируетесь. Итак, у нас тут, значит, 7 пентаклей. Она говорит о том, что недавно в жизни вы ждали плодов своего труда или своей вложенной энергии. Были в пассивном состоянии только какого-то, как будто бы ожидания, но потом вы начали все-таки собирать плоды, то есть собирать урожай своих прошлых действий. Да? То есть вот карта, она показывает такое взаимодействие, может быть, с природой, может быть, с силами изобилия, которые начинают вдруг как-то улучшать к вам отношения и больше работать на вас. Карта показывает, что вы долго чего-то ждали, а результаты только-только проклевываются. Только-только собираете эти результаты. И, конечно, эта карта показывает также взаимодействие и с высшими силами. То есть, может быть, вы много недавно молились, изучали, как работает там общение, да, с высшими силами, как с ними правильно общаться, то есть как выходить на связь правильно, может быть. И пытались. Как изменится ваша жизнь за неделю? Смотрим. Смотрим. Так. Ну, у вас тут прям сразу же вот идет такая ситуация, выход из подвешенного состояния, видите? То есть был повешенный, стал туз жезлов. Карты четко показали, что жизнь из пассивной фазы меняется в активную фазу. Вы начинаете больше пылать энергией огня, больше делать, больше стараться. И вам прям интересно. А еще мы здесь видим двух зайцев, которые направлены друг к другу, да, как две половинки одного целого, инь и ян, символы, да. И, конечно, это показывает, что вы были в состоянии жертвы, даже в личной, может быть, жизни, но сейчас, в ближайшую неделю, это положение начнет меняться. И может кто-то пылать к вам страстью, интересом, может быть близкий, как раз любимый человек, или кто-то
со стороны, если вы одинокий человек. Может, даже новый знакомый. Но факт в том, что у вас улучшается личная жизнь. И вы будете в состоянии вот повышенной активности в ближайшую неделю. Также мы видим здесь 9 жезлов, которая показывает, что вам придется защищать что-то свое, и вы выдержите, несмотря ни на что. То есть вы защитите свое право на что-то или свою позицию. Да? Так, смотрим дальше. О, у вас тут, смотрите, у вас тут и туз кубков, и тройка кубков. И второй раз этот символ зайцев, только уже с сердечком. Видите? Будет какой-то, может быть, праздник, вечеринка, музыка, дискотека, там, я не знаю, что угодно такое веселое. И символ любви, да, большой любви. То есть, может быть, кто-то вам покажет свое повышенное внимание где-то на вечеринке, дискотеке, празднике или на чем-то день рождения, да, дне рождения. И также карты здесь показывают, что вы получите откровение от человека, ну не знаю, там, у вас с кем-то будет улучшение отношений, взаимная любовь или построение новых отношений. То есть карты показывают именно на любовном фронте прям расцвет такой. Карты показывают, что вы будете прям пылать чувствами друг к другу с кем-то, понимаете? И вот здесь мы видим 8 мечей, которая показывает, что пора разблокироваться. Вы долгое время в плане личной жизни даже сидели как заперти, будто бы, и вас пора высвободить из этой клетки, вас пора вытащить оттуда. И вот как будто бы это торжество, праздник, там что-то, да, вытаскивает вас из этой изоляции. И тут же появляется кто-то с большим к вам повышенным интересом, там, не знаю, строить глазки или еще что-то такое интересное. Или там муж начинает вас замечать. Так. Ну, кстати, карты говорят о том, что в семье вам придется уделять время многим членам семьи. Вот вообще 10 кубков — это такая карта, она очень часто показывает, что на неделе больше будете общаться с детьми, может, со своими, проводить с ними время много. Если у вас есть дети. Если детей нет, просто можете с членами семьи, с родными больше общаться. Или с самими по себе детьми, да. Также карта здесь у нас 7 кубков показывает, что к вам может прийти прекрасная идея в голову, творческая на неделе, и вы начнете что-то изучать, связанное с этим творчеством. Но также карта может показывать, что вы прочитаете больше, чем обычно, изучите больше, чем обычно, может быть, даже чему-то научитесь. Очень интересно. Тут у нас, значит, Луна. Вы будете использовать энергию новолуния. И вы будете в связи с этим, может быть, даже проводить какие-то ночные, не знаю, ритуалы. И карта, она мистическая. У вас может быть мистическое откровение в ближайшие дни. Дальше мы здесь даже солнышко увидели, видите? Солнышко, да еще и с рыцарем кубков. Кто-то радостный, счастливый и влюбленный. Катится к вам на всех парусах, скачет, едет, я не знаю. Вот все равно все карты говорят о том, что в личной жизни прям идет прорыв, расцвет и большая радость и счастье. Интересно. В других позициях, кстати, такого прям сильно активного момента с личной жизнью не было. А у вас прям повышенное внимание именно к личной жизни, к любовным отношениям идет. И улучшение любовных отношений, страсть, любовь, там, да, романтика, встреча под луной, может быть, с любимым человеком, проведение времени вместе. Но вы и успеете многое другое, о чем я говорила выше. То есть идет ваша разблокировка. Вы будете бегать всю неделю, суетиться, веселиться и много переделаете разных дел, которые до этого у вас не поднималась рука делать. Руки не доходили, да? Руки не доходили до этих дел, так скажем. И карты выпали все очень положительные на самом деле. Поэтому в добрый путь. Солнце вас благословляет. Такой очень положительный аркан, как талисман. Неделя будет очень-очень удачной и продуктивной. Ну, вот такие у нас были 4 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.